Здравствуйте, мои дорогие. Мы будем сейчас отвлекаться и по полной программе. То есть не будем говорить о том, о чем говорят сейчас все. И мы с вами сейчас расслабимся немножко, а может и не расслабимся. Мы погадаем на тему, что думают о вас окружающие люди. Давайте посмотрим на зомби Таро, на ваше окружение. Что люди сейчас думают о вас, как они к вам относятся. И вообще вот этот вот ближайший и не ближайший круг. Те люди, с которыми вы общаетесь. Возможно, вы сейчас что-то говорите, вот то, что вы думаете, что вы чувствуете, да, кого-то поддерживаете, кого-то не поддерживаете. Но давайте вот посмотрим, насколько вот вы сейчас в резонансе с теми людьми, которые вас окружают. Давайте выявим, что происходит, что думают о вас окружающие вас люди. У нас 4 варианта. Мы сейчас посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый. Я делаю это гадание для того, чтобы сделать вас более гармоничным, гармоничной по отношению к тем людям, которые вас окружают. Потому что мы можем сейчас на многих обижаться, ловить вот эти вот обидки. Многие на нас сейчас могут обижаться. Поэтому то, что вы говорите, то, что вы делаете, да, очень часто, ну, влияет, да, на других людей, так или иначе. Кто-то об этом говорит, а кто-то нет. И давайте вот посмотрим, что думают о вас окружающие люди а, при вашем всем этом поведении, словах, то, что вы делаете, говорите. Ну что, давайте посмотрим. 4 варианта. Что думают о вас окружающие люди. Ну что, давайте посмотрим, что думают о вас окружающие люди. Первый вариант. Поддерживают вас. Это карта старший аркан влюбленная. Ваши близкие, вот все близкие, которые с вами по крови связаны, те люди, которые связаны с вами любовными такими чувствами, да. Это ваши дети, это ваши мужья, ваши сожители, скажем так, да, парни ваши, девочки. Все вокруг вас очень сильно нуждаются в вашей любви и поддержке. Поэтому здесь, девочки, вот этот старший аркан, он может проигрываться в вашем случае двумя способами. Первый момент, да, шестой старший аркан. Возможно, как раз таки происходит какая-то перетурбация вашего окружения. Кто-то из вашей жизни сейчас, дорогой, вам сейчас, к примеру, да, может уйти из вашей жизни, развернуться и уйти. То есть я вам скажу, что вот к этим таким моментам, когда кто-то от вас отдаляется, относитесь спокойно, потому что вы сейчас проходите через аркан влюбленные. И вот то, что не делается, те люди, которые остаются в вашем окружении, это все к лучшему. Потому что те места, которые, возможно, сейчас заняты другими людьми, они освободятся, и на эти свободные места придут те новые люди, которые вам нужны. Это такой, вот знаете, негатив, скажем так. Поэтому вы сейчас, кто-то из вас может плакать, переживать, обижаться на этих других людей. Но я бы сказала так: отпускайте их с миром. Если они с вами ссорятся, обижаются, пропадают в никуда и все остальное. Вот отпускайте с миром, потому что они освобождают вам места для других людей. Влюбленные — это те, которые заменят, понимаете? Свято место пусто не бывает. И самый максимальный хороший расклад — это для тех, кто сейчас находится в этих близких отношениях. Если у вас есть любимый мужчина, если у вас есть любимые родственники, вот вы чувствуете вот эту вот любовь к ним, и вы чувствуете, что им где-то надо помочь, значит, им надо как раз-таки помочь там, где вы это чувствуете. Потому что вы сейчас в этом старшем аркане влюбленные. То есть вы должны отдавать и принимать любовь. То есть тут нету места эм, безумной, невзаимной любви к кому-то. То есть если вас кто-то обижает из близких или из любимых, не обращает на вас внимание, игнорирует, пропадает, отпускайте их с миром. Просто надо вот этот трудный период пережить так, чтобы отпустить этих людей, потому что на их места придут новые люди, любящие вас.
Если вы в отношениях, когда люди вас не покидают, тянутся к вам, ваши близкие, да, те, у которых с вами любовная любовь, вы их не отталкиваете. Вот кто уходит от вас, отталкиваете. Кто к вам приходит, держите им, дарите им эту любовь. Вот этот шестой старший аркан, девочки, как ни странно, да, это как раз-таки то время сейчас для того, чтобы любимых и близких своих всех поддерживать. Не насильно, не против воли, как говорится, да, и не обижаться на это, а именно для того, чтобы вот оставить в своем окружении, вычистить вот эти вот грядки, скажем так, для того, чтобы получить потом нужные вам спелые, красивые, здоровые плоды, да, а не червивые яблочки кушать потом. Ну что, давайте еще посмотрим, что думают о вас окружающие люди. Что вам еще тут выпадает интересного такого? Король риска выпал с фортуной и верховной жрицей. Вот как ни странно, да, девочки, вот по этому раскладу, который вам... Во-первых, я обращу внимание, что вам выпадают все старшие арканы. Кроме вот этого одного короля. Но я вам скажу, что это он сейчас в таком состоянии по отношению к вам. Потом он перерастет в старшего. А в кого старшего? Но либо это будет император, либо это будет верховный жрец. Это будет старший аркан, который говорит о том, что кармически пришел в вашу жизнь. К вам, девочки, стучится в дверь, возможно, кому-то любовь в виде любимого мужчины. Кому-то, девочки, стучится в двери беременность. Кому-то в двери стучится, девочки, кто-то живой, мужского рода, который вот сейчас вот в таком состоянии... Вот смотрите, вы верховная жрица с фортуной, влюбленные выпали. И вот эта вот тройка ваша, влюбленная, верховная жрица и фортуна, три старших аркана, притягивают к вам кого-то извне. Какой-то, либо это кореглазый будет, либо черненький, с черными волосами. Возможно, это либо крестовый такой темный, либо это вообще пиковый мужчина придет в вашу жизнь. Давайте еще глянем. Что думают у вас окружающие люди? Вы, девочки, под такой вот конкретной защитой, да, что вот других, даже каких-то просто, знаете, завистников, крадников, вот таких вот каких-то плохих людей тут нету. Вы сейчас будете решать все отношения на уровне вот близких. Кто-то, это будет рокировка любимых в ближайшем вашем круге. Причем из дальнего круга вы подтягиваете как раз мужчину, которого либо вы сейчас, девочки, не знаете, но почему-то мне кажется, что вы его как-то уже видели. Даже, может быть, во сне, то есть вам уже его показывало. То есть вот этот мужчина как таковой, да, он уже как-то вам на уровне информационного поля, он уже как-то к вам пришел. Может во сне, может даже где-то проходил мимо наяву. Может, там какие-то сигналы вам были, да? Но вот, он, в общем, он, когда придет в ваше близкое поле, он поменяет свой статус из короля хазардов, перейдет в статус какого-то старшего аркана, человека, который сильно будет влиять на вашу жизнь, а не просто под ваше влияние попадет. Хоть вы и верховной жрицы здесь выпали. Императрица, тройка кубков и девятка хазардов. Вас, девочки, здесь ждут еще, смотрите, хоть вы и с близким кругом выясняете отношения, да, то есть делитесь любовью, либо там кто-то уходит, вам тут показывают какую-то длинную дорогу здесь. Тут какая-то такая вот длинная, реально длинная дорога. Как понять, насколько она длинная, насколько вот вы можете принять вот этот момент, да, длинная дорога. Кто-то, для кого-то длинная дорога это 100 километров, для кого-то несколько тысяч, да. И вот насколько вы можете понять для себя, насколько для вас сейчас по сравнению с вашими обычными среднестатистическими дорогами, да, что есть длинная, вот вас такая дорожка и ждет. Причем вы выпадаете очень живой, очень зрелой, энергетически, сильной девочки вы выпадаете, мудрой выпадаете. Поэтому вокруг вас собираются такие старшие арканы. По крайней мере, это как минимум, я вам скажу, что вот этот ближайший
год с этого расклада, он один из ваших самых главных годов, когда вы, даже если вы не знаете, кто вы, да, когда вы еще не определены, если у вас, к примеру, нету работы, вы ищете и беспокойтесь, не беспокойтесь. В этом году все станет на свои места. У вас в жизни все станет на свои места, так как надо, чтобы оно стало. И все будет хорошо, как минимум. И вот эта вот длинная дорога, я ее вот прям чувствую почему-то, не знаю, как будто с меня вот что-то вытягивают, да, сейчас. Э, Почему я ее так чувствую, эту карту? У меня такое ощущение, что вы будете вот это чувствовать. Вот когда вы будете ехать, да, это вот когда, например, едете в незнакомую страну, да, либо в незнакомый город, и вот это вот волнение какое-то, даже немножко бабочки какие-то в животе от неизвестности, да, м, аккумуляция этих своих внутренних каких-то сил, да. Ну, интересно. У вас все будет хорошо, девочки. Вот что-что, да, но у вас все будет отлично. Вы светитесь, люди летят на вас, на ваш свет, а те, которые вам не нужны, с этого света уходят. Так что, в принципе, супер. Вот этот расклад, ой, самый лучший, девочки. Но я не думаю, что другие выпадут лучше, чем у вас, но все же мы посмотрим дальше. Второй вариант. Давайте посмотрим, что думают о вас окружающие люди. Окружающие люди будут получать новости от вас через сообщения. То есть, смотрите, вот то близкое окружение ваше, да, это даже не те люди, которые находятся рядом с вами, а как будто вы немножко от них на расстоянии, и с помощью каких-то мессенджеров вы с ними общаетесь. То есть я смотрю, что очень плотненько выпало, девочки, по шестерке кости ваше окружение, которое, как сказать-то, оно плотно сидит на расстоянии от вас и общается с вами мессенджерами. Я прошу обратить внимание на этих людей, с которыми вы общаетесь, переписываетесь, перезваниваетесь. Да? Вот этот круг интересен сейчас. Давайте посмотрим, что думают о вас окружающие люди. Беспокоятся о вас. И, ага, тут еще один такой момент выпал, да. То, что карты Хазарды выпали, конечно, туз, 10-й старший аркан и король Хазардов вам выпал. Это интересный такой момент, связанный вот с этим вашим кругом, с которым вы общаетесь на расстоянии. И я вот сейчас вот как по нему, знаете, глазами хожу по этому кругу ваших чатов, скажем так, да. Вот этого Хазарда короля надо пройти. С чем ты пришел? К вам будет обращаться какой-то мужчина, девочки, на которого вы, может быть, и не обращали внимания. Либо это будет какая-то такая неожиданность, что вам напишет тот мужчина, от которого вы сообщений не ждали. И он будет пытаться войти в ваше поле, то есть жить с вами в прямом смысле этого слова. То есть ночевать с вами, жить с вами, это в одном доме, в одной квартире, какое-то такое. К вам очень просится, вот прям стучится, девочки, стучится какой-то мужчина, который бы хотел бы взять, чтобы вы взяли его как будто бы под покровительство в свой дом. Давайте еще глянем. Вот из этого окружения сообщений, видите, кто к вам идет? Давайте посмотрим еще. А давайте еще посмотрим вот этот круг. Есть ли враги в этом круге вашем? Было. Враг был в вашем телефоне, девочки. Как он выглядел вообще, этот враг?
Знаете, как выглядел, девочки, ваш враг? Вот хотите знать? У вас, как говорится, вот этот номер либо сохранен, либо где. И он такой вот, я прям вам даже скажу сейчас номер его. А, Он как-то подписан странно, либо там просто какой-то набор букв, да, но это не имя обычного человека, не фамилия. Или вот такой вот номер там 1, 4, 6, 8, 5, 9. Ну, то есть цифры не повторяются и какой-то закономерности нету. Как-то плохо читается вот именно какой-то гармоничности номер и даже имя. Подписан какими-то то прописными, то маленькими, то цифрами какие-то. Знаете, вот когда есть какие-то пароли, да, например, какая-нибудь система в интернете генерирует нам пароль, и какие-то такой набор букв, которые вообще никак не запомнишь. И то же самое вот с этим человеком, девочки. Обратите внимание. Он был у вас, но вот этот враг, да, он у вас был, но сейчас его в вашем окружении его нету. Как будто вы только о нем можете какие-то новости узнать, и то еще, знаете, не факт, если хорошо поискать. Ну, давайте еще глянем. Что о вас думают окружающие люди? Что о вас думают окружающие люди? Бывший враг повержен у вас здесь выпадает. Нету врага. Он ушел, этот враг. У него как, вот реально как нету имени. Он либо у вас в телефоне никак не подписан, либо там какой-то телефон сломанный, может уже симка недоступна у этого человека, да. То есть он был, но сейчас его на данный момент нету. Вот как прыщ, который, знаете, гной вытек и все, и ранка заживает. Тут какой-то враг от вас ушел, девочки. Так, ну давайте еще глянем, что у вас там еще. А что думают о вас те люди, которые вас сейчас окружают, с которыми вы сейчас общаетесь? Знаете, у вас есть какая-то такая вот сила. Вы не то, что там новости постите, репостите, да, а как будто вас вот слушают. Ну, такое ощущение, либо вы блогер, либо вы такой вот, когда вот вы как будто занимаетесь чем-то, что вас вот люди слушают как радио, скажем так, да, то есть очень похоже на блогерство какое-то, либо это выступление со сцены, либо вы такой вот суперорганизатор, имеете свою ячейку какую-то. Вот такие вот дела. Начальник радиосвязи, девочки, если вы хотите знать. Вот что-то такое у вас как должность какая-то определенная есть. А у вас так и думают люди, что вы вот рупор чего-то. Давайте посмотрим еще, что думают о вас окружающие люди. Королева мечей с силой. Да, девочки? Я вам скажу так. Вот если вы такой вот будете, скажем так, разносчик не то что новостей, а то, что вы трансформируете в себе и выдаете, да, вы ведете за собой людей. И вот особенно обратите внимание именно на интернет, да, на средства связи. Вот когда вы кому-то пишете, вы влияете и на того человека, на которого вы пишете, и на тех его людей, которые возле него. То есть вы даже вот руководите поведением через какой-то глаз, но не по такому живому каналу глаза в глаза, а сколько даже через сообщения. Вас слушают. Вот тут как блогерство какое-то идет. Вы даже можете быть не блогер, понимаете? Но те люди, с которыми вы переписываетесь, вы на них очень сильно влияете. И так как выпала еще королева мечей, девочки, с картой старшего аркана силы, я вам скажу, что ваше влияние на этих людей, которые у вас в мессенджерах, оно будет возрастать. Если вы занимаетесь блогерством, то это будет успешное блогерство, как ни странно. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим, что думают о вас окружающие вас люди. Четверка мечей выпала. Я вам скажу так, девочки, немножко... Короче, не говорите никакого негатива, потому что вот эти вот люди вокруг вас, вы что-то такое говорите, что ранит других людей.
что-то вы такое говорите, что люди начинают либо обижаться, либо что. Может, не будьте такими очень сейчас экспрессивными, потому что идет от вас, может, вы переживаете очень сильно. И получается, что вот вы говорите, да, и люди такие приходят в уныние, обижаются. Ну, короче, какие-то такие грустные. Что думают о вас окружающие люди? Так, нулевой старший аркан и иерофант. Ну, это просто трындец. Вот смотрите, девочки. Что думают о вас окружающие люди? Вот даже по этим 3 картам тут вот прям описание вас. Нулевой старший аркан и 5-й старший аркан, иерофант, да. Это человек, вот вы что-то говорите, я вам говорю, немножко попридержите коней. Не гневайтесь, не обзывайте людей, не выясняйте отношения, да. Но у вас еще идет такая вот эти 2 интересные карты, они настолько редко выпадают, да, но выпадают это обычно таким людям, которые вот, про которых говорят: "Ой, чирикает абы что", да, но с другой стороны, потом эти слова сбываются. Вот как ни странно, девочки, что бы вы ни сказали, да, и вроде бы это будет для других людей полнейшая какая-то несуразица. Какое-то: "Что сказала, ты вообще подумала или нет?" Вот про вас будут так думать, да. Но фишка в том, что то, что вы глаголите как дурак, скажем так, да, на самом деле по 5-му аркану иерофанта, верховного жреца, является правдой. То есть вот эти вот ваши, вот знаете, в чем прикол, да? Вы даже сами можете не верить в то, что вы говорите, да, или там сказанула, сама ляпнула, сама не поняла, что. Но вот это, а еще какие-то такие витиеватые слова почему-то, либо это автоматическое письмо, либо это, может быть, вы занимаетесь магией, да, и до конца, например, могут люди не понимать, что они делают, но вот интуитивно делают. И для других людей это может казаться как-то бредом. Но на самом деле это дела верховного жреца. То есть, что будет ляпнуто, то вот так вот по дурачеству будет правдой. Это если, например, вот, или вы почему в такое состояние впали, вот мне интересно. Вот взять, например, знаете как? Но я не хочу здесь никого обижать, но все же. Раньше было такое понятие, как юродивый. Вас может это слово обидеть, да? Но вот вспомните, вот даже по словарю, что такое юродивый? Это чудаковатый, помешанный на чем-то, да, у которому у виска пальцем крутят. А у суеверных и религиозных, и эгрегорных людей, и у черных ведьм, кстати, тоже, это люди, которых считают безумцами, но в то же время обладающие даром прорицания. Понимаете? И вот эти ваши "сама не поняла, что сказала", это то, что сбудется. Вы, я не хо вот, это слово имеет, немножко отрицательный оттенок, юродивый, да, потому что очень где-то близко со словом урод. Но это не то совсем, потому что даже некоторые святые, они их считали юродивыми, да. И вот юродство, с одной стороны, да, это, даже вот в словарях, если тонко подойти к этому слову, то это получается, человек, которого все считают дурак и безумный, что ты творишь, да, но в то же время, это намеренное старание казаться глупым и безумным. Понимаете? А вообще в православии юродивыми назывались кто? Это странствующие, эм, которые ходили по миру, обличали. Вот смотрите, почему я сейчас вот это вот именно про юродство говорю. Потому что у вас выпали вот эти 2 старшего аркана. И вот с пометкой на 4 мечей, да, что вас будут не понимать, к вам будут относиться плохо, крутить пальцем у виска на ваши вот эти вот все вспышечки какие-то. Но, эм
А что делают юродивые, да? Обличают мирские ценности, ам, они показывают собственные добродетели внутри людей, да, и м, как же это сказать? Ну, вот это сложная тема, конечно, объяснить именно это у вас. Но почему-то оно у вас очень сильно будет сейчас проявляться и проявляется. Возможно, это связано либо с острыми стрессовыми ситуациями, а сейчас, если честно, весь мир в стрессе, правильно? И давайте, девочки, не будем именно политики касаться, но вот в плане того, что у вас будет такие, знаете, на вас что-то будет такое находить, и вы будете такое вот ляпать, что другие будут думать, да что ты там, да что ж ты говоришь, дурочка какая-то, ты что, с ума сошла или еще что-то. Но эти слова, ну как бы, я даже не знаю, как сказать, голубя мира, такие слова, которые идут от души, в слышащие сердца, понимаете? И вот не всегда то, что вы сейчас будете говорить, люди будут отвечать вам взаимностью, поддерживать и все остальное. Но в- то, что вас поддержат и высшие силы, и представители, вот, скажем так, ведьмовских иерархий, да, это факт. Но я вам скажу, что по четверке мечей я все-таки пыталась бы немножко это контролировать. Если вы хотите как-то что-то кому-то высказать, вот какие-то мысли такие, или вам сны какие-то приснились, возьмите их, запишите, да, и потом осторожничайте, когда вы это говорите, потому что так как еще два старших аркана выпали, полярных друг другу, да, а, бывают, как говорится, бьют шутов, да, за то, что они говорят правду. Вот вспомните, да, в каждой шутке есть доля шутки. И получали же. И в то же время будет такой момент, когда вы уйдете в этого иерофанта, и другие, такие же, как вы, верховный жрец это кто? Это тот, который и с людьми общается, и с богами общается. Да? Верховный жрец. Он обращается со светами к высшим силам, и потом передает это все людям. Но не все люди это будут понимать, да. Но так как вы работаете с высшими силами, они будут с вами, как говорится, разговаривать напрямую. Этого не стоит бояться, пугаться, что вы непонятно что такое можете где-то ляпнуть и все остальное. Но по отношению к обычным людям, своему окружению, которое, в принципе, знаете, ну, более такое рационально-бытовое, скажем так, то там вот держите больше э, язык за зубами, скажем так. Так. Вот, кстати, очень много пророков. Вот среди юродивых, может, я вас немножко так кто-то обиделся из вас, но не обижайтесь, да. Я думаю, что вы не обидитесь, если я вас назову и пророком тоже здесь, правда? Вот, например, как в православии вообще говорили, что, да, юродивым давали даже милостыню очень часто, спрашивали о прошлом, настоящем, будущем, кстати, потому что они были проводчиками воли Божьей. Но это я вам сейчас по православному немножко объяснила вашу суть. Так, давайте еще глянем, что думают о вас окружающие люди. Ну, девочки, у вас пророчество. Но вот эти вот пророчества, это будет, знаете, как серпом по яйцам некоторым. И можно с этими своими пророчествами неплохо так, как говорится, получить, скажем так. Будьте осторожны. Выпали два таких вот меча, которые говорят о том, что вот могут, как говорится, за вашу правду и побить. Потому что никто этого понимать не будет. Поэтому пророчество мы оставляем, мы записываем то, что вам приходит, да, как вы думаете интуитивно. Не доказывайте это тем, кто это не может понять. Да, потому что можно, как говорится, схлопотать. А общайтесь с высшими силами. Вот в кого вы верите, откуда это все идет, да. И те люди,
которые, девочки, относятся к иерархии, они сами вас найдут для того, чтобы узнать у вас эту информацию. Если вы будете сами там навязывать ее кого-то, за это можно схлопотать. Вот такой вот третий вариант. И давайте посмотрим четвертый вариант. Что думают о вас окружающие люди? У нас выпала четверка хазардов, мои дорогие. Выпала четверка хазардов. Так, давайте посмотрим. К чему она? Что думают о вас окружающие люди? По этой карте я вам могу сказать, что от вас многое что скрывают, осторожничают при общении с вами. Осторожничают. Некоторые могут здесь отвернуться, такие, знаете, могут быть лживые, такие, ну, не то, что друзья, подруги, а такие вот, знаете, полузнакомые, знакомые, полудрузья, вот они как-то осторожничают с вами. Что думают о вас окружающие люди? Правильно. Чего ж они осторожничают? Маг выпал. Выпал конкретный маг, который сейчас начинает правосудие творить по-своему. То есть, смотрите, у вас сейчас, как говорится, у вас погоны есть свои. И люди начинают чувствовать в вас человека, который их может либо казнить, либо помиловать, или поставить запятую там, где надо. Причем эту запятую вы ставите по всем кодексам, по всем законам, как по всем Ветхим и Новым Заветам. И не только, понимаете? По Корану. То есть, то есть, смотря к какому эгрегору вы относитесь, вы действуете очень и очень правильно. И поэтому люди, которые с вами там шапочно или не шапочно, но знакомы, сейчас могут вам врать, не доверять, уходить от ответов, осторожничать в общении с вами и все остальное. Почему? Потому что попа их чует, что с вами шутки плохи. А с вами как раз таки шутки плохи. Почему? Потому что выпал туз кубков, девочки. А знаете, к чему этот туз кубков выпал, да? Что вы сейчас чисто энергетически в поиске жертвы или человека, счастливчика, которого вы либо облагодетельствуете, либо очень сильно накажете. И это будет вашими ручками, но по законам высших сил. Это что касается ведьм, целителей и все остальное, девочки. Так что, ну, смотрите. Давайте еще посмотрим, что думают о вас сейчас окружающие люди. Что думают о вас сейчас окружающие люди? Что думают о вас сейчас окружающие люди? Давайте посмотрим. Колесница, семерка и семерка, да, колесница, которая для одних может быть очень хорошим, и вы можете вознести каких-то людей вверх, да, а для других вы кому-то вообще прям спицы в колеса повтыкаете. Вы сейчас поступаете мудро во всех своих делах и начинаниях, да, по отношению к другим людям. Но единственный такой момент есть, девочки и мальчики. Тут такое. Маг, он, ну, как бы мы все люди, да, и иногда тоже бываем грешными. И тут такой вот момент идет, что если вы где-то сами нагрешите, да, вот то, что вам где-то вот желает какой-то человек, оно может прилететь к вам. Или то, что вы желаете вот где-то плохого, или даже хорошего, но где-то вот немножко сами грешны, то вот такая вот будет злая шутка, что то, что вы хотите, будет отдано страждущему. Понимаете? То есть будьте осторожны. У вас сейчас, как говорится, сан, у вас определенный статус, который требует соблюдения вами тоже законов бытия. То есть попытайтесь, мои дорогие, быть такими справедливыми и по отношению к себе, и по отношению к другим, кем бы вы этих других не считали, да, но вот эта вот какая-то справедливость,
дьявольская справедливость, либо Божья справедливость. Это как раз то, что вам сейчас нужно. И чем лучше вы себя будете вести в своем направлении, в общении с окружающими, тем больше вам будет воздаваться. То есть эта колесница, она может и вам идти, но и тут же могут быть палки и колеса именно вам, если вы не будете следовать вот этому своему кодексу. Кодексу тех высших эгрегоров, да, к которым вы принадлежите. Давайте еще глянем. Что думают о вас окружающие люди? Что думают о вас окружающие люди? У вас есть люди, которые вас очень сильно любят. Ну, настолько любят, что аж капец какой-то. Смотрите, кубки какие выпали. Ага, и тут еще такой один момент. Вам выпало вообще 3 семерки вот здесь. 3 семерочки, девочки, в сердцевинке. Ну, я не буду тут повторяться или повторюсь все-таки, да, что вы относитесь к ведьмовскому каналу, вы относитесь к нашему, как говорится, ковину или одного из ковинов ведьмовских, это по-любому. Дальше, что я вам могу сказать, что вас, во-первых, любят, и вас всегда будут любить. Вы никогда не будете одиноки, и всегда будут люди, которые будут вас безвозмездно любить и пытаться выполнять те какие-то ваши задачи, духовные либо материальные, которые вы будете перед ними ставить. Но здесь тоже также есть вот это вот, знаете, 3 семерочки. С одной стороны, это типа всегда везет. Но с другой стороны, про 3 семерочки есть еще такое выражение, как называется, 3 топора. Да? То есть, чтобы не накликать на себя 3 топора, всегда блюдите вот эту вот золотую середину и справедливость внутри себя. Решайте какие-то конфликты согласно справедливости. Но как только вы чувствуете в себе, что вы вот только там из какой-то вот гадости или еще чего-то, что-то делаете, да, сразу себя стопорите. Потому что, например, я вам скажу по себе, да, мне тоже иногда хочется воспользоваться какой-нибудь своей черной силой, не во благо, а во зло, да. Причем без всякого на то разрешения, скажем так. И пару раз я это делала. Что вы думаете? Вы думаете, я не отгребала? Отгребала вот по этим же, как говорится, каналам. Поэтому сейчас я живу чисто по конкретной справедливости, по своим вот этим ведьмовским законам, по кодексу, да, и все хорошо. Но бывало тоже отгребала где-то. Где, вот знаете, плюну кому-то в спину, да, или там ни за что могу пожелать чего-то плохого. И мне тут же мгновенно, как говорится, мгновенная карма была. Поэтому я с этим уже не играю. Давайте еще посмотрим, что думают о вас окружающие люди. Что думают о вас окружающие люди. Какой-то мужчина вас боится. Он играл большую роль в вашей раньше жизни. И он так сильно чего-то боится. Боится, что вы его накажете. Возможно, даже по-ведьмовски. Ой, как боится. Да, он этого и боится. А вы его и накажете. Ну, у вас сила ведьмовская, капец. Саны ряса. Пора мессы проводить. 11-й старший аркан. Звезда. И вот смотрите, вот этот человек, это он колдовал. Он по-любому колдовал, но он близок был вам. И либо это какой-то предатель, либо это какой-то враг и все остальное, да. Но, короче, он боится вас, и он за зло свое получит. И даже вы этого можете не особо хотеть, но хрень в том, что вот кто-то вообще отгребет. Мужик какой-то, девочки. Колдун. Даже не баба, а именно колдун отгребет по 1 число. А сегодня у нас с вами 1. Смею заметить. Вот такие вот дела, котики мои. Люблю вас, целую, обнимаю. Держитесь, крепитесь. Мир во всем мире должен быть. Все, дорогие, пока-пока.